Ох, и настрадался я с этой мордой. Всем привет. Это, наверное, будет самый сложный и непонятный урок из тех двух, что были до этого, или трех. Я попытался вложить максимум той информации, которую я пару дней изучал, и сделать это так, чтобы это было максимально просто, ну как мне кажется, просто, и уместить все это в рамки коротенького видео. Может быть, а точнее, скорее всего, я много где ошибся, но все же я считаю, что многим начинающим липунам такой гайд должен хорошо так помочь. Итак, поехали. Сегодня рассмотрим общую форму головы и лица. Без проработки каких-то мелких частей на данном этапе это просто нам не нужно. Будем идти от простой формы, постепенно накладывать на нее другие более мелкие и попутно определяя пропорции нашей будущей физиономии. Итак, как вы видите, начал я с небольшого шарика. Сделал его более-менее ровным, насколько это способны мои руки, и разделил ровно на 4 части. После чего на одной из его сторон я начертил 4 одинаковых квадрата. Они не должны быть слишком большими, потому что шар — это черепная коробка, то есть практически весь объем головы, а вот эти квадраты должны уместить в себя зону лба и носа с глазами. Самая распространенная ошибка липунов — это делать такие головы, где в том месте, где находятся мозги, вся эта часть практически полностью отсутствует. И это, конечно же, в корне неправильно. Итак, далее нам нужно придать голове продолговатую форму. Она же ведь не круглая, как шар, она овальная. Поэтому ровно по линиям срезаем лишнее. Теперь у головы появилась левая и правая сторона. Ну а верх и низ не трогаем. Также везде намечаем центр. Это нам в дальнейшем понадобится. По этим линиям будем ориентироваться, куда прилепить ухо, как крепится шея и челюсть. Тут старайтесь, чтобы после срезов голова не получилась слишком узкая. Вот как у меня это сделано, вот так, на мой взгляд, это прям в самый раз. Итак, теперь у нас есть зона лба и зона носа, но не хватает челюсти. Добавляем необходимый объем, и в итоге у нас должны получиться 3 равные части. Это если смотреть спереди, а сбоку линия челюсти уходит к центру головы. Ну, в общем, тут все прекрасно видно. Теперь идет самая главная часть. Нам нужно задать форму лица, и это будет фундамент. Сначала выясним, где нужно сделать срез. Примерно в том месте, где у нас зрачки, ну или чтобы было проще, середина вот этой части, от нее проводим линию ровно вниз. Также и с другой стороны, конечно. Линии эти должны пересечься на линии рта, то есть тоже середина вот этого участка. Разобрались, поставили точки, именно они нам и нужны. Эти точки соединяем прямой с крайними точками линии лба. Как сложно все это объяснять, поэтому смотрим внимательнее. Далее нам нужно срезать именно по этой линии. И срезать нужно не прямо, а немножечко под углом. Короче, опять смотрим. Эти срезы формируют нам нижнюю челюсть, подбородок, а также задают форму перехода щек от зоны рта к скулам. Теперь вот здесь придется немного разгладить пальцем. Челюсть получилась слишком квадратной, и ее необходимо более округлить. Разглаживаем также к линии середины головы. Кстати, подправлять что-то придется еще не раз. Невозможно просто так взять и с первого раза срезать тут и там, и чтобы все идеально вышло. Так что будем поправлять все по мере необходимости. Вот что должно в итоге получиться. Теперь задаем форму скулам и там, где у нас будут сидеть глаза и надбровные дуги. Смотрим внимательно на срез. Он будет идти также под небольшим углом. Этот срез очень сильно влияет на всю форму лица, так что при желании можно поиграться и поэкспериментировать с этим. И тогда вы начнете обращать внимание, что вот эта часть, этот своеобразный треугольник присутствует абсолютно у всех. И у каждого он своей формы и под своим углом.
И вроде как, если его правильно угадать, то можно слепить или нарисовать тот или иной портрет человека, который нам нужен. Ну, я, правда, сам так не пробовал, но те лекции, которые я смотрел, там об этом так и говорят. Итак, вот что у нас получилось. Немного похоже на шлем Железного Человека. Теперь нам нужно придать форму лбу. Он же у нас не такой широкий, как скулы. Срезаем его по той же схеме, под углом. И срезаем не только лобную часть, но и немного захватываем скуловую часть. Ну, теперь это точно вылитый шлем Тони Старка. Вот эта вся форма, это именно то, с чего нужно начинать лепить каждую голову. Вот прям именно с этой заготовки. Теперь, когда вы знаете ее пропорции, ведь не обязательно каждый раз начинать лепить прямо с самого начала. Достаточно будет сделать только ее. От ее правильности как раз все и будет зависеть. Накосячили здесь, значит и вся голова будет косячной. Так что оттачивайте эту обрубовку. Все остальное это уже не так важно. Нет, ну конечно же важно, просто остальные детали будут лишь дополнять эту изначальную форму. Нос изначально это очень простая форма. Главное его правильно посадить. Переносица будет находиться чуть глубже уровня лба. Также кончик носа немного вздернут вверх. Если смотреть снизу, то форма носа будет треугольной. Рот, как я заметил, многие любят делать просто двумя плоскими лепехами, типа прилепил губы и готово. Хотя сама верхняя губа вместе с этим промежутком имеет немного припухлую форму. От крылышек носа проводим две линии, немного расходящиеся в стороны. Это носогубные складки. Прилепливаем небольшой кусочек, чтобы компенсировать объем верхней губы, и сглаживаем края с общей поверхностью. Сбоку губа будет немного выпирать и вздернута кверху, а если смотреть снизу, то губа тоже будет треугольной формы. Из оставшегося промежутка формируем нижнюю губу и подбородок. Края нижней губы тоже разглаживаются, и должно получиться так: с одной стороны она как бы уходит под верхнюю губу, а снизу плавно уходит в стороны и к подбородку. Получается прямоугольник, который разъезжается в стороны и разглаживается. Ну, все очень просто. Сам подбородок немного закругляем. По ширине он будет равен примерно ширине рта. Так как у меня линия нижней челюсти получается очень тяжелой и квадратной, а она все-таки должна плавно уходить к центру головы, я еще немного убираю лишнее и челюсть делаю чуточку уже. Кстати, у вас может получиться так, что вот всей этой нижней массы просто не хватит на подбородок. Я делал кучу попыток, и у меня постоянно то не хватало челюсти, или наоборот нос получался очень длинным.
Так что если какие-то части выпадают, то смело добавляйте и долепливайте необходимую массу. Это нормально. Кстати, мне потом тоже придется в конце немного добавить высоты лба. Он у меня куда-то ушел, но это я чуточку позже все покажу. Далее, примерно из этого места, где будет уголок глаза, проводим две линии, расходящиеся в стороны. Нижнюю часть мы не трогаем, эта штука называется носогубный щечный жировой пакет, а вот сверху выбираем место под глаз. Я срезаю небольшую часть, там где будет сидеть глаз, но я не врезаюсь слишком глубоко, а делаю всего лишь небольшой срез. Сами глаза достаточно большие, но главное их правильно разместить. Глазное яблоко должно как бы уходить под плоскость лба. Если смотреть сбоку, то сразу становится понятно расположение глаза. Переносица плавно переходит в лобную часть и расходится в стороны. Обычно по этой линии растут брови, так что визуально можно представить, где они находятся, и на месте них провести эти две линии. После чего эти две прямые линии должны немного закруглиться, как бы обогнуть глаз и уйти вниз. Ну, легче смотреть, чем объяснять всю эту околесицу, так что смотрим внимательно. Лоб получился с острыми краями, и их тоже надо немного срезать. Тут очень заметно, что лоб сам по себе это не простая плоская поверхность, он тоже немного выпуклый и округлый. Также срезаю острые грани и на всей голове. Тут мне челюсть опять показалась слишком широкой, и я ее снова сужаю. Теперь вот в чем мой прокол, он наверняка и у вас тоже будет. Измерив пропорции лица, я вижу, что лоб немного маловат. 3 отрезка, лоб от зоны там, где начинают расти волосы, до начала переносицы, должен быть равен и длине носа, и отрезку от носа до подбородка. И лоб у меня выпадает, и приходится добрать необходимую часть уже отдельно от всего. Когда смотришь, как все это нарисовано в учебниках, на то, как строится обрубовка и пропорции, то кажется, что вот все просто. Вот окружность, она делится на две равные части. Раз, лоб, глаза, рот и готово. Но на деле некоторые пропорции куда-то выбиваются. И приходится на промежуточном этапе все немножечко подправлять. Теперь задняя часть головы. Вообще, конечно, можно оставить ее просто круглой, все равно потом на нее налепятся волосы, и они все эти косяки спрячут. Ну, волосы это волосы, а форму головы тоже надо знать, потому что прическа, как ни крути, повторяет форму головы. Как видите, голова ни разу не круглая, и мало того, вот эта затылочная часть, это должна быть самая широкая часть головы. Если смотреть сверху, то это будет вот такая форма, и видно, что
задняя часть шире скул. Шея — это цилиндр, по ширине чуть меньше самой головы. Шея крепится или же плавно переходит к голове вот по этой линии. Это та самая линия, где заканчивается нос и начинается верхняя губа. Такой же плавный переход от шеи и к челюсти. А линия челюсти от подбородка уходит к линии середины головы. Ну, я уже говорил об этом и ранее. Мышцы шеи проходят по всей ее длине, крепятся они спереди к ключице, а уходят прямо за ухо. Теперь как определить длину шеи и как она будет сидеть на плечах. Берем все тот же самый отрезок, они же у нас все одинаковые должны получиться, и отмеряем шею спереди прямо под челюстью. Эта длина будет идти прямо до ключиц, до этой ямочки между ними. И точно такой же отрезок отмеряем и сзади, но только уже по среднюю линию. И разрезав все это дело наискосок, ну то есть соединить эти две точки, у нас получается и нужная длина шеи, и то, как она будет сидеть на наших плечах. Ухо — это ухо, оно имеет форму уха, высотой оно примерно от кончика носа до уровня бровей. Сидит ухо не строго вертикально на голове, а как бы продолжает линию челюсти, ну что-то типа такого. Располагается ухо примерно на линии середины головы, или же это расстояние можно вычислить и по-другому, например, взять длину носа и от начала брови отмерить этот отрезок. И здесь как раз и будет располагаться наше ухо. Ну и последняя деталь. Нужно обозначить скуловую кость. Проводим линию от слухового канала до вот этой точки. Эта линия должна стремиться к уголку глаза. Вторая же линия начинается также из слухового канала, но стремится уже к кончику носа или же к верхней губе. Скуловая кость должна немного выпирать, может быть даже ее нужно лишь слегка обозначить, что вот она есть, но не более. Просто я ее очень сильно выделил, как будто это какой-то череп. Ну да ладно, у меня просто так получилось. Это же все-таки обрубовка головы, и моя цель показать форму и пропорции, а не какие-то анатомически верные части. Итак, скуловая кость есть, теперь надо отделить лоб от всей черепной коробки. Проводим вот такую плавную линию, и на этом наконец-то все. Если развернуть голову в 3/4, то должна быть вот такая картина. Бровь уходит за глаз, остается только бугорок, и скула точно так же уходит за глаз. Если же у вас получается вот так, то это неправильно. Просто выходит, что у вас очень опухшие виски, и они видны даже если развернуть голову. Самые распространенные ошибки — это как раз не хватает самой черепушки и опухшие виски, потому что изначально не обозначена скуловая кость сбоку. Хотя у меня тут тоже не совсем все так, как положено, я потом, когда буду все разглаживать, исправлю это.
Очень надеюсь, что смог объяснить более-менее понятно. Ну хотя бы как минимум какие-то моменты вы все равно для себя подчеркнули. С чего начать, какие пропорции у головы, какие срезы нужно сделать, чтобы сразу получилась общая форма лица, ну и так далее. В итоге получается вот такая обрубовка. И если ее просто разгладить, все эти швы, острые углы, уже должна получиться вполне себе неплохая голова. Без деталей, конечно, но уже нормальная, пропорциональная голова. И на ней отчетливо будут видны все эти детали, которые мы так долго вырезали. И ничего лишнего, никакие там морщинки, складки и прочего. Все это не нужно. Без всего этого все и так очень хорошо выглядит. И вот, кстати, если тут развернуть голову в 3/4, то висок уже не выпирает. Я все подправил. Мне даже так интересно стало, ну какой из меня учитель и объяснитель. Давайте я сделаю так. Я создам в группе отдельный альбом с этими вот обрубовочными головами, куда вы можете скидывать и делиться со всеми тем, что у вас там получилось. Очень даже любопытно будет посмотреть на все это. Ссылку на альбом я оставлю в описании под видео. Дальнейшая проработка там глаза, нос, уши, рот, это уже будет потом. Главное усвоить эту информацию. Так что пробуйте. У меня у самого получилось все далеко не с первого раза. Но зато теперь я знаю некоторые тонкости, и у меня четко выработалась последовательность действий в построении головы. И это все, безусловно, пойдет только на пользу. На этом все. Хватит таких душных уроков. Всем липунам удачи, творческих успехов. Ссылка на пластилин, на группу, на второй канал, все найдете в описании. Ну и все. Всем удачи и всем пока.